Всем привет! Сегодня мы отдаем еще один долг прошлого года, 22-го, для Веры из города Иркутск. И наносить мы будем декоративную штукатурку акрилика для акцентной стены. Вера приобрела у нас достаточно большой объем штукатурки для разных помещений, но видео потребовалось только для вот этой вот акцентной стены. Акрилику можно приобрести у нас, это торговая марка Гура Декор, по очень доступной стоимости. Наносить будет Роман, и смотрим. Декоративная штукатурка акрилика – это такой очень эластичный материал, пастообразный, совсем-совсем не зернистый. Так могу сказать, что особо прям вот необходимости высокой в праймере или кварцгрунте нет, но стену все-таки мы окрасим, мы покроем ее для надежности, ну скажем так, нам так спокойнее. У нас МДФ просто другой. Ну да, у нас и МДФ очень темный, скажем так, оттенок совсем другой. И когда вы наносите перед декоративной штукатуркой праймер или кварцгрунт, скажем так, меньше впитываемость стены, лучше сцепка. Но опять же повторюсь, это прям не обязательно, это просто как рекомендация. И также праймер, как и акрилику, можно приобрести у нас, перейдя по ссылкам в описании. Назовем его типа космические круги, нет? Давайте мы покажем вам еще раз консистенцию декоративной штукатурки, пока Роман готовится. Акрилика. Вот такая штукатурка, вот. Вот она. И посмотрите ее на зернистость. Вот она, гладенькая такая, красивенькая. Вот какая она. Рекомендую. Все по классике. Накладываем кельмой штукатурку на стену тонким слоем, как будто бы шпаклюем. Движения хаотичные, разносторонние. Не нужно здесь перфекционизма. Пусть будут где-то наплывы, где-то немножко впадины, пусть это будет. Царапка может немножко останется, пусть. Еще один момент. Чем тоньше слой штукатурки, тем быстрее она сохнет. И чем толще слой штукатурки, тем более выраженный объем, рельеф, рисунок. Акрилика наносится, скажем, от 300 грамм на квадратный метр до 1,5 килограмм. Выдерживает слои. Также можно водичку чуть разлить. Да, если густовато, можно воду. Кажется. Берем очень сильно БУ гребешок. Его больше нет. Больше у нас его нет, да. И формируем круг. Вот так. Стараемся выдержать центр. Совсем. У Веры два вот этих гребешка. Два абсолютно новых гребешка. Где толще слой, там, как я уже и говорила, более выраженный. Где слой тоненький, там меньше. Но у нас это будет в тему. Теперь смотрите. Чтобы увеличить диаметр круга, можно сделать вот так. То есть приспособление у нас такое.
увеличиваем диаметр. Так, Вера, вы можете просто соединить два эти гребешка между собой. Даже очень образно, ну как это можно соединить? На линейку скотчем? Да зачем? Пока. Вместе взять и все. Просто взять вместе и все. Грубо говоря, вот у вас два гребешка. Да, вот покажи как. Так Вот же так. центровали, поэтому двумя-то проще, чем одним, конечно. Дело в том, что почему два гребешка? Потому что будут маленькие круги и большие, поэтому два. То есть расчет, когда вы с Дианой подбирали, у вас расчет был именно на то, что вы два гребешка соедините и будете его вот таким крупным диаметром. Круги формируются по сырой штукатурке, по недосохшей. Вы так и будете на своей стене наносить. Нанесли участок декоративной штукатурки, сформировали круг, продолжили, вот как сейчас Роман. Для того, чтобы получить красивый, объемный, видимый результат, не обязательно накладывать килограммы туда. Не обязательно. Здесь грамм 500 расход, то есть совсем маленький расход. Слой тоненький, как шпаклевочка. И все равно результат. Но мы еще его доделаем, конечно. И будет очень-очень, я думаю, красиво. У нас похожий образец. У нас есть строительный центр в городе, название не буду называть, потому как мы там уже не находимся, ибо незачем и знать про него другим людям. В общем, значит, мы там были пару лет, арендовали помещение в строительном центре, и у нас на большом образце висел вот такой вот образ. Он висел вот год-полтора, и по нему все люди покупали. Мы хотели витрины обновить и хотели его снять, ну потому что надо иногда вот менять, да, образ какой-то. Продавцы там вообще горой встали, за него не отдали. Ну помнишь? Нет, мы не отдадим его. Нет. Самый продаваемый был. Ну, в итоге мы сняли, конечно, его. Невозможно же одно и то же все равно, чтобы висело столько в отделе. То есть нужно обновлять витрину. Понятно, что дома можно его любоваться им сколько угодно. А вот без этого упора получится сделать круг? Интересно. Заблаговременно, пожалуйста. Ну, мне просто интересно, криво будет или нет. Повороты указывайте. Тоже, кстати, смотрите, можно без. Ну, кривенько, но поправить можно, пока Вы сыро. будете на стене наносить, а мы сейчас на мольберте, который ходуном ходит. Все, оставь нормально. Космос. Можно проводить несколько раз. Было более объемно. О, можно это даже оставить как этот. И вот такую маленькую сюда вот так. Кольца-то вокруг какой планеты? Юпитер? Нет? Юпитер. Оператор мне подсказывает, он-то знает, я-то нет. Все? Ну да, нам же еще нужен окрас, чтобы был виден, да? Ждем высыхания. Сутки. Ждем высыхания сутки. Штукатурка высохла. Торцом кельмы мы срезаем вот эти острые частицы. Чтобы не шкурить. Срезаем. Чтоб не шкурить и не пылить, мы срезаем торцом кельмы, просто аккуратненько. И смотрите, здесь вот как, да? Все такое колючее, неприятное. И здесь как вот. Все.
Снимаем так поперек. Стараемся. То же самое. Колерованный воск. У вас, Вера, такой же воск примерно. То есть так он сине-зеленый, что ли, как сказать. Наносим его и с помощью резинового шпателя, вот для затирки плитки есть такие шпателя, разгоняем максимально, чтобы где-то было густо, а где-то пусто. Губкой все-таки решил покрыть, да? Ну, наш котелек уставший. Резиновый смысл. У нас, кстати, положено в дорогу много колеров. То есть воск сам заколерован, и еще 3 вида колера мы положили в дорогу. Если вдруг нужно будет что-то где-то добавить, сделать поярче, или посерее, или посинее. То есть все вот это вот вы сможете вручную. У вас такие баночки отдельно, маленькие пластиковые, и в каждой баночке колер. Концентрированный пигмент аппаратный. Вы его в эту баночку нальете немножечко воды, только для того, чтобы эти капельки перемешать. Можно или маленьким мастихином вот таким перемешать, или кисточкой, например. Перемешали хорошенечко. И если хотите воск видоизменить в цвете, например, сделать сиренье, то чуть-чуть в этот же воск, вот прямо черного колера, раз капнули, перемешали. Но не весь выливаем, а капельку буквально. Он очень концентрированный. Так, продолжая от романа, мы тут разговорились. Мы хотим чего добиться? Мы хотим, чтобы где-то местами были Ну, разнотона. разнотона. Ну, то есть где-то прям, чтобы немного просвечивала стена, да? То есть где-то темнее, где-то светлее, чтобы было. Прям даже пятнами такими. Если тяжело идет, можно брызнуть водичкой и оживить материал. И вот так размазываем до получения неоднородного цвета. Обязательно воду рядом держите, она никогда не бывает лишняя. Иногда что-то нужно где-то подправить, и вот с помощью воды. Также у вас есть баночка воска колерованного, а у вас еще есть неколерованный воск. И вот этот неколерованный воск может иногда пригодиться тоже. То есть тоже раз неколерованный добавить и растушевать вот таким вот образом. Концентрированный у нас очень. Да, у нас очень яркий цвет получился, концентрированный. Пигмента очень много, из-за этого он плохо двигается. Надо мной сжаливались, мне дали даже губочку более-менее чистую. Можно начинать смеяться. Белые прожилочки получаем с помощью кельмы металлической или шпателя. Смотрите, что вам будет удобно.
То есть нам нужно, чтобы белесость немного все-таки была видна. Ну, вот так вот только не надо. Да, вот так не надо. И если здесь, то здесь я бы в кругах вообще не стала. Но если бы еще в кругах, то можно было бы по направлению круга. То есть ваша цель – растушевать воск так, чтобы у вас местами виднелась сама штукатурка. И пока воск сырой, пока он не высох, вы можете сделать с ним все, что угодно, исправлять его. Смочили, где-то смыли, где-то добавили. Все это можно регулировать. У нас уже образуется какая-то красота, уже видны очертания, прям, ну, мне нравится. Вот это действие, да, смотрите, как немножечко воск подмочили, он еще сырой, но его еще немножко подмочили, и шпателем убираем излишки, вымывая белый цвет. То есть наружу достаем немного белого цвета. А вот много или немного, это уже вы сами регулируете. И теперь все действия, которые были при нанесении первого слоя, казались изначально дефектами, то есть вот такие, видите, вот наплывы, вот эти. Изначально они могли казаться дефектами, а сейчас они, наоборот, превратились в эффекты. Воск оставим сохнуть. Ну, на часика 3-4, да? Нужно, чтобы воск высох, для того, чтобы продолжить. Лазурь перламутровая с бронзовым эффектом по высохшему уже воску. То есть воск подсох, и можно с помощью кисти или, может быть, с помощью губки. Тут уже тоже смотрите под себя, как вам удобно. По направлению кругов. Лазурь старайтесь наносить где-то больше, где-то меньше.
Здесь особо комментировать нечего. Наносим лазурь по направлению изгиба круга, то есть по кругу. Добавляем дополнительный эффект, интересный, перламутровый. Вместо бронзы можно использовать и серебро, и золото. Все декоративные материалы, которые показываются в наших видео, во всех без исключения видео, мы показываем те материалы, те штукатурки, те лазури, которые есть у нас в продаже, и вы можете у нас их заказать, перейдя по ссылкам в описании. Приобретая у нас декоративные штукатурки, вы получаете сопровождение, а также индивидуальный видеоурок можно попросить, если такого урока еще нет на нашем канале. Вот, допустим, таких кругов нет, и поэтому мы для клиента сняли. Напомню, что видео для Веры, Иркутская область. Смотрите, какой интересный эффект приобретают круги. И на акцентной стене они будут смотреться очень шикарно. Посмотрите, пожалуйста, фото, как смотрится декоративная штукатурка под разным ракурсом. Первое фото – это то фото, которое выбрала клиент, по которому она захотела именно этот образец. А вот второе фото, которая в реальности смотрится прямо. И посмотрите, как под разным углом, при разном освещении, совершенно по-разному смотрится декоративная штукатурка. То есть в реальности она совершенно разная. То есть смотрим прямо, она выглядит так. Смотрим сбоку, так. Совсем по-другому. Свет включаем, совсем по-другому. То есть это ни с чем не сравнимый продукт. Ни с чем не сравнимый, красивый, долговечный. Вот такой образ был выбран. А теперь пошли эксперименты. Немножко звездочек хочешь добавить? Мерцание. Взять немного лазури на кисть и набрызгам ее туда, на стену. Можно корректировать. Где-то что-то не устраивает, убираем, добавляем. Вот такие крупные тоже красиво смотрятся, когда крупный набрызг. Просто еще в пару мест, если они такие, как крупные звезды. Сейчас мы еще делаем набрызг нашей лазури, Гура Декор также. Ну ничего страшного, влажная губочка всегда под рукой. Ну скажем так, это бриллиант. То есть это бриллиантовая лазурь, очень-очень искрящаяся, золотистая. Вообще прикольно, не убирай. Смотрите, скажите, когда крупный набрызг красивее смотрится, чем мелкий. Мелкий не виден. Вот. Все в золоте ставят. Нет, мы-то подальше отойдем. Но он не такой будет явный, когда сядет. Останется такой бриллиант.
результат итоговый. Мы надеемся, что он был полезен и понравился, особенно клиенту Вере. Ну что, ждем вашей оценки. Как и в прошлом видео мы говорили, что нам бы желательно активность, особенно на канале Дзен. На YouTube у нас и так очень активные подписчики, спасибо большое. На Дзене тоже много смотрят и все, но хотелось бы больше лайков, больше репостов, больше комментариев. То есть больше, больше, больше. Это очень просьба к зрителям Дзена платформы. Лайк, подписка. Ну и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Так, сейчас мы втихаря с вами посмотрим, что делают наши менеджеры. И вы с ними познакомитесь заодно. Так. Здравствуйте. Так, одна. Вон там вторая бегает, прячется. Вот когда вам пишут «Здравствуйте, меня зовут Екатерина», вот она. Поздоровайся. Это она. Так, а там у нас Диана. Вся в выкрасах. Мажет что-то тут она. Так, это Диана. Она пишет: «Здравствуйте, я дизайнер, Диана меня зовут». Вот она что-то тут мажет. Ладно, все, тогда договорились. Давай. В общем, вы должны знать своих менеджеров в лицо. Это наш отдел. А это девочки, которые вас консультируют. Это мы.